African knuckles. Yes. African knuckles. Here in Uganda, we call it Africa on wheels. Yes, exactly. За 170 дней пути из Хмельницкого наши колеса накрутили более 40 тысяч километров и довезли нас до Танзании. Интересно, что Танзания стала первой и единственной африканской страной на нашем пути, в которой мы уже когда-то бывали, пусть и только лишь на Занзибаре. Может показаться странным, что мы даже в Египте никогда не были, а решились добраться на машине из Украины в Кейптаун. И это таки действительно странно. Но вот мы здесь, уже в Танзании, но все еще у того же озера Танганьика, на котором закончилась прошлая серия из Замбии. Такие вот кайфовые места есть на озере Танганьика. Кстати, знали ли вы, что 15% пресной воды в мире находится именно в этом озере? Это какой-то невероятный факт, о котором раньше мы не задумывались. И если представить, что практически 15%, и вот они здесь. Классно. Водичка, кстати, очень чистая, прозрачненькая и не холодная. Гостиница и кемпинг у озера построены выходцами из ЮАР. Чтобы построить что-то такое в Танзании, нужно очень сильно этого хотеть. Хозяева поделились, что изначальные приключения с покупкой земли и всяческими разрешениями, да и само строительство – это только начало. Уже когда все построено, приходится иметь дело и с разными чиновниками, постоянно требующими взятки, и с завистью, и с пакостями некоторых местных. Покажу вам еще санитарный блок на кемпинге, чтобы вы себе понимали, как люди умеют строить кемпинги. Вот есть такая зона для умывальников и мытья посуды. Вот тут туалеты, души. Но нужно быть очень осторожными. Вчера мы, когда заходили, мы именно так и делали. Открывали дверь аккуратненько. И вот так вот смотрели, потому что могут быть там всякие обитатели. Это же Африка. Змей мы тут не встретили, но встретили паука вот такого вот размера. Просто лазил тут внизу. И прикольно. Мы его рассмотрели. Хорошо, что пауков не боимся. Но если вы боитесь пауков, в Африке нужно быть осторожными. Вот еще покажу вам, как выглядит душ. Это уровень, наверное, не знаю, какого-то 5-звездочного ресорта. Но все это можно получить, просто остановившись на кемпинге, вполне за адекватную цену. Танзания. Но, должен признаться, такого немного. Это первый такой красивый кемпинг в Танзании. И думаю, что, возможно, и последний. Конечно, чтобы это все окупить, нужно ставить соответствующие цены. Так как мы жили в машине, то для нас кемпинг обошелся только в $15 с человека. Но если жить в их бунгало, то цена будет уже $250 за ночь. Танзания может удивить не только шикарными гостиницами. Вы наверняка слышали о их национальных парках. Например, известный заповедник Серенгети находится именно в Танзании. И хоть на животных за эту поездку мы уже насмотрелись, Африка, как всегда, знает, чем удивить. Мы приехали в национальный парк посмотреть на гиппопотамов, но я даже не подозревала, что их может быть столько много. И они вон там сейчас моются целый день, а потом вечером говорят, что вылазят
И это страшнее. Часто туристы, попадая в Африку, боятся крокодилов. Но это не самое опасное животное. Намного большую опасность несут бегемоты. Именно от них умирает около 500 людей в Африке ежегодно. Поверить в это тяжело, ведь выглядят они достаточно мило и мирно. Но если посягнуть на их территорию, то убежать не получится. Наша ночевка была прямо у водоема, в котором собрались сотни гиппо. Я пробовал их посчитать, но дошел лишь до 300 и сбился. Я такого удивительного зрелища никогда в своей жизни не видел. С другой стороны водоема прогуливались жирафы. И все это выглядело очень сюрреалистично. Но просто глазеть вокруг времени не было. Нужно быстро развести огонь и успеть поужинать до ночи. Ведь бегемоты выходят на берег именно в темноте. Мы покушали и забрались в машину, организовав там дозорный пункт с твердым намерением не выходить на улицу до утра. Было немного страшно, но пока мы в машине, все окей. Ну а бегемоты всю ночь ходили вокруг с характерным хрюканьем в поисках растений повкуснее. Эту ночевку мы запомним надолго. Танзания запоминается яркой природой и таким же ярким цветом дорог. Пока что они оставляют желать лучшего, но как и везде в Африке, асфальт кладут полным ходом. Правда, в этот раз не китайцы. Мы только что увидели, что дорогу строит компания Strabag. Австрийская, по-моему, компания, которую мы очень часто видим в Европе на строительстве разных дорог. Интересно, почему не китайцы? Менее чем через 2 недели мне нужно было обязательно быть в Найроби, столице Кении. Я еще обязательно расскажу почему, а точнее покажу. Но пока это означало, что задерживаться в Танзании мы не будем, ведь нужно еще заглянуть в Руанду и Уганду. Руанду частенько называют африканской Швейцарией, намекая на стремительный уровень развития. В принципе, есть за что. В стране местами отличные дороги и невероятно сочные зеленые пейзажи. Хотя за пейзажи я бы скорее назвал ее африканским Вьетнамом. Чем-то местные поля напомнили мне рисовые террасы. Все мы знаем, что человек быстро привыкает к чему-то, но всегда удивляемся, когда это случается с нами. И вот практически за несколько стран мы уже привыкли к левостороннему движению. Теперь мы попали из Танзании в Руанду, где опять нужно ездить по правой стороне. И теперь это реально кажется странным. И Лена постоянно мне напоминает: «Слава, ты едешь в левом ряду». Так что мозг наш очень гибкий. В Руанде невероятное количество велосипедистов. Кажется, если бы их пустили куда-то на Тур де Франс, то они бы взяли там половину медалей. Ведь тренируются каждый день по местным холмам. Но, конечно же, есть и халявщики, которые цепляются за грузовики, чтобы не крутить педали под горочку. Такое мы тоже раньше никогда не видели. Можно подумать, что все в Руанде прекрасно и всегда так было. Но нет. У страны есть своя трагическая страничка в истории. Очень трагическая. Не все, наверное, наши зрители знакомы с историей Руанды, историей геноцида, поэтому вкратце расскажу, что случилось. В какой-то момент это один этнический народ, это делает это еще более ужасным. Людей решили поделить на 2 класса, хуту и тутси. И признак для деления был очень простой. У кого было 10 коров и больше, тот стал тутси. У кого было меньше, те стали хуту. И какое-то время культивировалось превосходство тутси, но потом в какой-то момент умер король, и политики решили играть в другую сторону, начали культивировать превосходство хуту.
которых было большинство. Тутси начали ущемлять, детей в школах отдельно садили. Если ты был тутси, то ты мог сидеть просто один в уголке за партой. И в какой-то момент организовали геноцид, и просто за 100 дней приблизительно 1 миллион людей, за 100 дней 1 миллион людей был уничтожен. Сейчас прошло всего лишь 24 года с момента геноцида, и это очень страшно. Люди сейчас живут все еще рядом, то есть живут те, в чьих семьях убивали людей, и те, кто их убивал, живут рядом. И до сих пор даже не все попросили прощения, и это большое испытание для нации как-то примириться, как-то они пробуют с этим справиться, но все это, конечно, очень ужасно. И казалось бы, Африка где-то далеко, но это урок для всего мира, насколько просто устроить геноцид или войну просто на ровном месте. Такую версию событий, по крайней мере, нам показали в музее. Многие же считают, что хуту и тутси действительно разные народы. Но не в этом суть. Просто представьте себе 1 миллион убитых за 100 дней. Какое этому может быть оправдание? И эти люди спокойно жили вместе в одной стране десятилетиями. Были в эти смутные времена и свои герои. Об одном из таких даже снят фильм «Отель Руанда». В тот самый отель мы и заглянули вечером. Мы сейчас в отеле «1000 холмов», на истории которого базируется фильм «Отель Руанда». Именно здесь менеджер спас больше 1000 людей во время геноцида. Люди были здесь в отеле и остались живы и невредимы. Город Кигали, столица Руанды, по африканским меркам довольно уютный и безопасный. Мы взяли еще один день, чтобы немножко отдохнуть от дороги, и отправились дальше. От Кигали до границы с Угандой всего лишь 80 километров. Мы начали коллекционировать автомобильные номера по пути назад из Южной Африки. И вот в Руанде нашли австрийского владельца автосервиса, у которого завалялись не только руандские номера, старые еще до военные, а и номера из Конго. Так что теперь у нас есть даже что-то и из западной части нашего путешествия. Есть у Руанды еще одна особенность. Не дружат они никак с дорожным движением. То есть ездят безобразно, чего тут было бы сложно ожидать, но когда что-то случается, просто на ровном месте все остановились. Регулировщик еще загнал второго в пробку, и никуда это все не едет. На первый взгляд, Уганда достаточно похожа на Руанду. Видно, что между странами есть определенное соперничество. В Уганде постоянно спрашивали, по чью сторону границы нам понравилось больше. Потом сами же отвечали на свой вопрос, приводя в пример размер экономики. Уганда действительно больше и по населению, и по ВВП, но люди живут достаточно похоже. Есть, правда, смешные особенности. В Уганде мы увидели то, с чем не приходилось встречаться никогда ранее в жизни – налог на социальные сети. Я долго думал, почему, купив местную сим-карту, интернет работает как-то странно. Какие-то сайты открывались, но ни Facebook, ни Instagram, ни WhatsApp не работали. Оказалось, что нужно уплатить около 5 центов в день специального налога, чтобы доступ открылся. Ну или использовать VPN. Что только не придумают местные чиновники. Если вы хотите узнать об Уганде и о ее одиозном правителе, посмотрите фильм «Последний король Шотландии». Конечно же, это не про Шотландию, как можно подумать, но вы точно узнаете много фактов об Уганде, а еще получите удовольствие от фильма. В Уганде достаточно развита и инфраструктура для автопутешествий. Вот на таком райском месте, посреди природы, переночевать стоит около $20 с машины. Что интересно, в этом заведении мы встретили и местных.
которые приехали на пиво из соседнего города. Yeah, this is Sasha Bekisha from Western Uganda, Mbarara, the land of milk and honey. Wow! Yes. Did you bring milk and honey? Yeah, I come along with it. It's in the cup. Hello, the people of Ukraine. This is Uganda. Had a great evening today. It rained. It's too cold, but inside here it's a bit warm. So we are enjoying black tea. African knuckles. Yes. African knuckles. Here in Uganda, we call it Africa on wheels. Yes, exactly. В Западной Африке таких цивильных заведений, где можно встретить и туристов, и местных, тем более вдали от столицы, практически нет. Этим восточная часть континента сильно отличается. African knuckles. Yeah, this is Sasha Bekisha. Кстати, Восток отличается еще и более технологичной полицией. Во всей Западной Африке мы не видели ни одного радара, но сначала в Мозамбике, а вот теперь и в Уганде нас остановили за превышение. Только что нас остановили в Уганде за превышение скорости. На холмике стояли полицейские с радаром, тот, который даже делает фотографию, так что тут уже дискутировать поводов было очень мало. И что интересно, отпустили бесплатно. Немножко я поразговаривал с ним, и в итоге он сказал, что хорошо, простит нас, но мы должны купить ему ланч. Я уточнил, что он имеет в виду, он мне показал, что надо ему дать денег. А я ему сказал: извини, дружище, мы этого сделать не можем. Но он сказал: ладно, езжайте. Вот так вот уже, наверное, 4-й энкаунтер в Африке с полицией, который обходится нам бесплатно. Ломаем стереотипы про коррупцию. Привет. Думаю, стоит еще немного прояснить наше нежелание давать взятки в Африке, потому что в комментариях под одним из прошлых видео, особенно под Нигерией, часто поднимали этот вопрос и даже вспоминали Украину. К слову, в Украине за последние лет, наверное, 10 я не дал ни одной взятки, при этом проехав более 100 тысяч километров. Но вернемся к Африке. Очень часто на границе, на чекпоинтах и просто в других местах, где люди в форме, а иногда и без формы, с вас будут требовать деньги или подарок. В абсолютном большинстве случаев под абсолютно каким-то выдуманным предлогом. Например, что у вас там резина старая или просто даже за штамп в паспорте. А иногда даже и предлог выдумывать не будут, просто так будут просить деньги. Конечно, как поступать, каждый решает в своем отдельном случае, но у оверлендеров по всему миру есть правило не давать взятки. Иногда этого очень сложно избежать, и особенно если есть угроза здоровью или жизни, то, наверное, можно отступить от этого принципа. Но в 99% случаев такой угрозы нет. И те, кто ехали до нас, они старались не давать взятки, чтобы наша жизнь была проще. И теперь наша задача поступать так же, чтобы те, кто будут ехать после нас, тоже не усложняли себе жизнь. Зная, что большинство путешественников не дают взятки, их требуют со временем все меньше. Но если каждый будет раздавать деньги или подарки, то их будут требовать настойчивее, и тогда проехать Африку станет очень тяжело. Мы за свое путешествие проехали более 1000 чекпоинтов. Вдумайтесь, я сейчас не шучу, более 1000 чекпоинтов. А теперь представьте, что будет, если на каждом оставить хотя бы 5 или 10 долларов. В этом конкретном случае мы таки нарушили, и я был готов заплатить официальный штраф. Но полицейский в этом смысл не увидел и отпустил нас с устным предупреждением. Хороший парень, плюс ему в карму.
Мы сейчас будем пересекать великую реку Нил. Теперь знают, где ее источник находится. Он в Уганде. Вчера мы попали к истокам Нила и приехали уже поздно, но подумали, утром обязательно на кемпинге с Тарзанки в Нил прыгнем. Проснулись под звуки дождя, прохладненько, и уже никуда не хочется прыгать, даже в Нил. Но по факту это отговорка. В дождь вода даже теплее. Бегать в дождь можно, это я знаю. Прыгать в Нил, подумаем. Дилемма была тяжелой. Это же Нил, и мы практически у его истока. Лень или усилие воли? Проехать 42 тысячи километров к этому месту и не прыгнуть в воду? Интересно, наши видео вас тоже на что-то замотивировали? Если да, напишите об этом в комментарии. Ну и как всегда, следующая серия через неделю. До встречи!